Мы — это наши мысли. С мыслями мы создаем мир. Никакой враг не причинит столько зла, сколько ум, неуправляемый самим собой. Ты думаешь, это просто фразы, но мозг не отличает слово от реальности. Он реагирует, он переписывается. Каждое повторение как команда, не внешнему миру, а твоим нейронам, твоим гормонам, твоим реакциям, которые ты называешь «я». Теперь представь, что кто-то дал тебе книгу, в которой таких фраз сотни, и каждая из них может изменить не идею, а структуру того, как ты живешь. Именно поэтому ее не изучают в школах, не обсуждают на ТВ, именно поэтому она так опасна. Это не религия, не учение, которое навязывает правила, и даже не философия в привычном смысле. Это набор коротких строк, простых, почти детских, именно поэтому опасных. Потому что если ты вчитался, все, что казалось настоящим, начинает трещать. Система теряет контроль не тогда, когда ты протестуешь, а когда ты впервые видишь, что она внутри тебя. Эта книга не дает тебе власть над другими. Она возвращает тебе власть над собой, и потому ее сжигали. Ее вырезали из программ. Ее называли устаревшей или слишком простой. Но правда в том, что она слишком прямая, чтобы ее не заметили, и слишком опасная, чтобы ее не обсуждали вслух. Есть знания, которые можно продавать, а есть те, которые, как вирус, они не приносят прибыль, они приносят вопросы. И когда человек начинает думать, он становится непредсказуем. Когда-то в одной стране был эксперимент. Людям хотели подарить нового человека, без прошлого, без веры, без индивидуальности. Храмы разрушали, книги сжигали, а тех, кто продолжал думать самостоятельно, отправляли далеко, туда, где снег смешивался с пеплом. Но кое-что выжило. И не потому, что было спрятано, а потому, что невозможно стереть то, что человек успел почувствовать. Так вот, эта книга не о системе, она о моменте. Когда ты замечаешь, что система — это ты, что страхи, ярлыки, границы — все они встроены внутрь, и их можно отпустить. А теперь представь, что миллионы людей перестают верить в обещанное потом и начинают жить осознанно, сейчас, без нужды в кнуте, вождях, одобрении или рейтингах. Представь, как быстро рушится тот, кто питается твоим вниманием. Вот почему эту книгу никто не рекламирует. Ее боятся не потому, что в ней что-то запрещено, а потому что она объясняет, как перестать быть объектом управления и стать собой. В мире принято отмечать победы, салюты, парады, громкие речи, но самые тихие победы не звучат. Они не оставляют следов в хрониках, о них не пишут в учебниках. Это победы над собой. Есть книга, которая не призывает к войне, не требует жертв, не делит людей на своих и чужих. В ней всего 423 строки. Без команд, без правил, без культа. И все же ее пытались уничтожать. В Камбодже, при красных кхмерах, 25 тысяч монахов исчезли за 4 года. Храмы сравнивались с землей, тексты с пеплом. Потому что эта книга учит видеть, не сражаться, не спасаться, не поклоняться, а видеть. Себя, мысли, иллюзии, все то, что держит тебя внутри собственных клеток. О ней редко говорят в университетах, не цитируют на корпоративах, не включают в тренинги по лидерству. Потому что в ней нет рецепта доминирования. Есть только путь внутрь. Эта книга не загружается в голову. Она перезаписывает сам способ, которым ты ее воспринимаешь. Потому что каждое ее предложение — это не мудрость, не лозунг, не вдохновение. Это инструкция. Например, мы есть то, что мы думаем. Наши мысли формируют нас.
С мыслями мы создаем этот мир. Выглядит просто. Но когда ты читаешь это не глазами, а нервной системой, все начинает меняться. Ты больше не можешь отделить мир от того, что у тебя внутри. Современные исследования давно подтвердили: мысли – это не метафора. Это электрохимические импульсы, которые запускают каскад реакций, от гормонов до экспрессии генов. Твоя эмоциональная привычка буквально меняет то, как работают твои клетки. То, что древние называли умом, сегодня мы видим на сканах мозга и в показателях крови. И когда ты выбираешь не раздражение, а наблюдение, меняется не только настроение, меняешься ты. Вот почему такие тексты не продвигаются в медийном поле. Они не требуют путь героя, не требуют нового статуса, не требуют ничего. Они говорят: смотри, прямо, сейчас, на себя. И это слишком тихо, чтобы продаваться, и слишком глубоко, чтобы игнорировать. Мир устроен как противостояние. Нам внушили: если ты не с кем-то, ты против. Если ты не за нас, ты чужой. Если ты не следуешь, ты опасен. Но это не случайность. Это архитектура дуальности. Именно через нее легче управлять. Создать два лагеря, дать им лозунги и наблюдать, как они сражаются друг с другом, не замечая, кто написал сценарий. Политика, религия, рынок. Все играют в эту игру. Разделяй и властвуй. А теперь представь, что ты вдруг перестаешь играть. Ты больше не выбираешь правых или левых. Не делишь людей на своих и чужих. Ты начинаешь видеть то, что стоит за всем этим. Дхаммапада говорит: ненависть не прекращается ненавистью. Она прекращается только любовью. Это не мораль. Это механизм сознания. Как только ты перестаешь подпитывать дуальность, схема рушится. В тебе больше нечем манипулировать. Ты не боишься другого, не цепляешься за свое и не ищешь врага, потому что понял. Разделение было иллюзией. Тебя больше нельзя натравить. Тебя нельзя купить страхом. Ты стал свободным. В этот момент у многих возникает вопрос: что же теперь? Спокойно смотреть, как все рушится? Закрыть глаза на несправедливость? Просто принимать? Но недвойственность – это не равнодушие. Это восприятие без искажения. Ты больше не реагируешь по инерции. Ты действуешь, когда нужно, и молчишь, когда пустое рвется наружу. Ты становишься неудобным, а точным. И это совсем не выгодно тем, кто привык играть на твоих эмоциях, потому что теперь тобой нельзя манипулировать через обиду, через чувство вины, через лозунг, который будто говорит правильное, но внутри него прячется контроль. Дхаммапада не говорит «сиди и смотри». Она говорит: наблюдай ясно, действуй из тишины и не путай реакцию с мудростью. Это как стоять в центре шторма и не стать его частью, а может даже быть тем, кто в нем не теряется. И именно это пугает сильнее всего. Некоторые читают эти строки утром, прежде чем открыть новости, прежде чем открыть социальные сети, прежде чем мир снова потребует твою реакцию. 2-3 строки. Всего. Охраняй ум как крепость. Враг внутри опаснее врага снаружи. Мудрый не сражается, он смотрит ясно. Это не мантры, это точки входа. Ты входишь в них и выходишь в другое состояние. Мозг реагирует на смысл, но еще больше – на внимание. То, на чем ты удерживаешь фокус, становится привычкой твоего восприятия. А привычка – это уже структура. Нейроны, которые горят вместе, соединяются. И с каждым днем это другой ты, чуть более собранный, чуть менее управляемый. На языке науки это нейропластичность. На языке тела – гормональная перестройка. На языке духа – возвращение в себя.
Вот почему такие тексты работают. Не потому, что ты в них веришь, а потому, что ты начинаешь иначе смотреть. Мир не меняется, но угол зрения вдруг снимает маску. Почему эту книгу не проходят в школе? Почему ее нет в курсах лидерства? Почему в масс-маркете тебе предложат 100 пошаговых стратегий успеха, но ни одну строчку из Дхаммапады? Потому что она не дает тебе нового костюма, она снимает старый. И когда человек больше не зависит ни от одобрения, ни от системы, ни от внешней идеи о себе, он становится неудобным, неподконтрольным, настоящим. В ней нет героев, нет врагов, нет обещаний в будущем. В ней есть только ты, здесь, сейчас, и тишина, которая больше не прячется за шумом. Иногда тебе не нужны новые знания. Тебе нужно вспомнить то, что ты уже знал, до слов, до концепций, до чужих сценариев. В этом тишина и сила. Но есть кое-что еще. Сознание — это не фиксированная точка. Это динамическое пространство, которое может сужаться, а может расширяться. И от этого зависит все. Как ты думаешь, что ты чувствуешь и какие решения ты принимаешь. Сегодня нейрофизиологи подтверждают, когда ты видишь что-то новое, пейзаж, культуру, идею, даже угол света, в твоем мозге буквально прокладываются новые нейронные пути. Меняется не просто мышление, меняется качество твоего восприятия. Ты как будто выходишь из тоннеля и начинаешь чувствовать объем, больше оттенков, больше смысла, больше свободы. Квантовая физика говорит об этом по-своему. Реальность существует в множестве вероятностей, и только твой наблюдатель, твое состояние, определяет, какая из них проявится. А значит, расширяя свое восприятие, ты буквально расширяешь саму реальность. Именно поэтому так важны путешествия, паузы, тишина, глубокие разговоры, смена привычек, контакт с чем-то, что ты не можешь объяснить, но можешь почувствовать. Потому что все это вытаскивает тебя из узкой версии себя и возвращает к настоящему масштабу твоего сознания. И вот сейчас, в этом состоянии, ты можешь просто закрыть глаза и позволить этим фразам настроить тебя обратно на себя. Закрой глаза и позволь себе услышать не слова, а то, что звучит между словами. Позволь себе вернуться в то пространство, откуда ты чувствуешь. Глубже мыслей, глубже ролей, глубже внешнего шума. Я чувствую, как внутри становится тише. Я выбираю видеть, без спешки, без споров. Мое внимание свободно. Моя воля ясна. Я дышу и вспоминаю, кто я. Я не ищу. Я уже в точке. Я замечаю и отпускаю. Я в центре. И из центра вижу все. Я — пространство, в котором все звучит. Я — точка покоя. Посреди движения. В теле — ясность. В уме — свет. В сердце — тихая сила. Я живу не из нужды, а из полноты. То, что мое, приходит легко. То, что уходит, больше не мое. Я открыт миру, и при этом в себе. Я не жду. Я в этом моменте. Я в ритме того, что глубже мыслей. Я вхожу в состояние, где выбор идет из сути, где шаг не усилие, а естественный отклик, где все на своих местах. Я — тишина, которая осознает. Я — форма, наполненная светом.
Я не ответ. Я присутствие. Сохрани это состояние не как концепцию, а как внутренний ориентир, и возвращайся к нему каждый раз, когда мир пытается вернуть тебя в реакцию. Ты уже внутри, ты уже помнишь, ты уже в себе. Твоя сила в осознании, твоя свобода в восприятии. Реальность рождается не из событий, а из того, кем ты позволяешь себе быть. Ты чувствуешь, что все связано, а значит, ты уже на шаг дальше, на слой глубже.